На каждую культовую роль пробуются десятки талантливых актеров, включая звезд первой величины, но победитель всегда только один. В этом видео я покажу вам самые провальные кинопробы знаменитостей, и мы вместе с вами решим, кто выглядел лучше, те, кто провалились, или те, кто по итогу получили заветные роли. Get up. А теперь быстро оба ладони на стол! Фильмы Квентина Тарантино всегда отличались яркими и сложными персонажами. Один из таких — Келвин Кэнди, харизматичный, но жестокий плантатор. Сегодня эту роль невозможно представить без Леонардо Ди Каприо. Но что, если бы на его месте оказался Тайрис Гибсон? Он тоже пробовался на роль, и результат, ну скажем так, получился очень необычным. Тайрис Гибсон старался изо всех сил, но смог ли он уловить ту сложную атмосферу и напряжение, которые Ди Каприо передал в роли Келвина Кэнди? Эта роль требует не просто таланта, а настоящего мастерства, чтобы продемонстрировать весь мрак и харизму персонажа. На мой взгляд, это большая удача для нас, зрителей, что Тайрис не смог справиться с кастингом на роль Келвина Кэнди. Ведь если бы он получил эту роль, весь фильм мог бы сильно потерять в драматичности и глубине, и мы бы никогда не увидели такого запоминающегося персонажа. Где же моя прекрасная сестра? Теперь перенесемся в мир парка юрского периода, где за роль доктора Элли Сетлер сражались настоящие молодые таланты того времени. Помимо Лоры Дерн, на эту роль пробовались Гвинет Пэлтроу и Хелен Хант. Но несмотря на свои способности и опыт, они не смогли в полной мере понять этого персонажа. Гвинет Пэлтроу пришла на кастинг с огромным энтузиазмом. Она уже работала со Спилбергом в фильме «Капитан Крюк» и была уверена в успехе. Однако, несмотря на ее яркое исполнение, оно не оставило того впечатления, которого ожидали продюсеры. Спилберг даже отмечал, что Гвинет была так уверена в себе, что не подготовилась к роли должным образом, что и сыграла с ней злую шутку. Изначально он действительно хотел отдать эту роль именно ей. Хелен Хант, на тот момент менее известная актриса, также проявила свои способности на кастинге. Вы правы, ни одной ягоды не вижу. Ее харизма и опыт произвели впечатление на команду, но, к сожалению, она не смогла убедить Стивена Спилберга выбрать ее. Причина заключалась в том, что их видение персонажа не совпадало. Спилберг стремился сделать Элли более легким и веселым героем, в то время как Хелен представляла ее как серьезную и глубокую личность. К счастью, обе актрисы в будущем построили успешные карьеры, однако проваленные кастинги в парке юрского периода стали напоминанием о том, насколько непредсказуема киноиндустрия. Возможно, именно эти ошибки на кастинге у Стивена Спилберга помогли этим талантливым актрисам лучше готовиться к ролям в будущем, что и привело их к успеху. Теперь давайте поговорим о Роберте Де Ниро и его кастинге в «Крестном отце». Хотя он впоследствии завоевал Оскар за роль молодого Вита Корлеоне в «Крестном отце 2», его путь к успеху не был таким простым. Изначально Де Ниро пробовался на роль Сонни Корлеоне в первой части фильма, и это стало настоящим поворотным моментом в его карьере. Баба! И выпустить мозги на свой ладный костюмчик. Иди сюда. Будем честны, Роберт Де Ниро невероятно талантливый актер, но в роли Сонни он просто не смотрится. Фрэнсис Форд Коппола, к счастью, сразу же понял, что эта роль не для Де Ниро, и отдал ее Джеймсу Каану, который идеально вложился в образ горячего импульсивного персонажа. Забавно, что этот отказ, по сути, открыл Де Ниро дверь к гораздо более важной и значимой роли – самому Вито Корлеоне. Коппола позже признавался, что сразу понял – это
этот парень должен играть кого-то поважнее. Он увидел в Де Ниро потенциал для создания поистине легендарного персонажа. И это решение стало одним из самых удачных в истории кино. Эта история показывает, как порой неудача на кастинге может открыть дорогу к великому успеху. Иногда судьба готовит для нас нечто гораздо большее, чем мы могли бы себе представить. Давайте быстро пробежимся по кастингу в «Бегущем по лезвию». На роль Рэйчел претендовали несколько талантливых актрис, но настоящая битва разразилась между Шоной Янг и Ниной Аксельрод. Обе актрисы на пробах играли одну и ту же сцену с поцелуем, и здесь началась настоящая борьба. Нина Аксельрод невероятно привлекательная и талантливая актриса, но, будем честны, Шон Янг привнесла в эту сцену просто невероятную атмосферу и нежность. Ридли Скотт, режиссер фильма, отмечал, что ему нужна была искренность, любовь и глубокие эмоции, а не банальная пошлость и зрелище для зрителей. Скажи, поцелуй меня. Kiss me. Ту тонкую гамму чувств, которую он искал, он увидел в Янг, а с Ниной Аксельрод он попрощался в крайне грубой форме. Я думаю, любой, кто смотрел оригинальный фильм 1982 года, согласится с Ридли. Ведь именно эти тонкие, тихие моменты и сделали «Бегущего по лезвию» поистине культовым. Представьте, вместо Рейна Уилсона в роли Дуайта Шрута Сет Роген, вместо Стива Карелла в роли Майкла Скотта Боб Оденкирк. В начале 2000-х, после закрытия сериала «Хулиганы и ботаны», Сет Роген активно искал возможность сделать следующий шаг в карьере. Одной из таких возможностей стал кастинг на роль Дуайта Шрута, помощника менеджера в офисе. Urine is sterile. Did you know that? Те, кто смотрели сериал, с первых секунд этого кастинга поняли, Роген абсолютно не понял персонажа. В своем стиле он добавил роли фирменного сарказма и немного хаотичной энергии. Но создатели сериала решили, что роль больше подходит Рейну Уилсону, и оказались абсолютно правы. Именно его необычная игра и глубокое вживание в образ сделали Дуайта по-настоящему культовым. That's a fact. Did you know that? When you are in the field, you can clean a wound by whizzing on it. If you're in the field, you can clean a man's wound by taking a whiz on it. А вот с Бобом Оденкирком все намного сложнее, ведь его проба была настолько удачной, что он почти стал главным лицом офиса. We play hard and we work hard. Sometimes we probably play hard when we should be working hard, but that's probably my fault. Actually, people say I am the best boss they've ever had. The world's greatest boss. Если Майкл Скотт в исполнении Стива Карелла — это ходячий хаос с детской наивностью и неподражаемым обаянием, то Майкл в версии Оденкирка — это скорее человек, который одновременно рассмешит вас и заставит написать заявление об увольнении. Fire me. Оденкирк привнес бы больше сарказма, чем цинизма. Он мог бы не просто устраивать фальшивую утечку газа в офисе, а разработал бы целый бизнес-план на этой идее. Но вот что интересно, Оденкирк так впечатлил продюсеров, что они вернули его в роли Марка, босса, который был буквально Майклом Скоттом, но без сердца. Это была прекрасная демонстрация того, каким бы мог быть офис, если бы создатели пошли другим путем. В итоге мы получили офис, который стал легендой. И хотя Роген и Оденкирк не стали частью оригинального кастинга, их карьеры пошли вверх. Роген стал суперзвездой комедийного кино, ну а Оденкирк, в общем, вы сами все знаете. Я тебе обеспечу лучшую юридическую защиту, которую можно купить за деньги. Oh yeah, I worked with Marshall Erickson. At least I did when he actually showed up. Вам пи***ц, ублюдки. Сегодня просто невозможно представить кого-то, кроме Леонардо Ди Каприо, стоящего на носу корабля и кричащего «Я король мира!». Однако на эту роль пробовались многие актеры. И Джеймс Кэмерон долго не мог определиться, кто именно станет Джеком Доусоном.
Одним из претендентов был Джереми Систа, в то время подающий большие надежды актер, чья карьера резко пошла вверх благодаря его роли в успешной комедии «Бестолковые». По словам кастинг-директора, на первых прослушиваниях Систа показал себя очень достойно. Говорят, что на определенном этапе Кэмерону даже казалось, что он подходит лучше Ди Каприо. Но все изменилось на финальных пробах. Когда актеры репетировали сцены с Кейт Уинслет в декорациях, стало очевидно, что Систа совершенно не понимает, что от него требуется. Oh, thank you. Thank you for thanking me. You're welcome. Внимательные зрители тестовых записей заметили, как Кейт выглядела слегка растерянной и явно чувствовала себя не в своей тарелке. We're going straight to the bottom. Химии между актерами не было, и сцены, которые должны были быть наполнены эмоциями, выглядели пустыми. «Титаник» мог бы стать совершенно другим фильмом, если бы роль Джека досталась Систа. Но, глядя на результат, сложно представить что-то лучше. Мы получили культовую историю, которая трогает сердца уже более 25 лет. И можно с уверенностью сказать, что именно «Титаник» сделал Леонардо Ди Каприо настоящей суперзвездой. Когда ничего нет, нечего и терять. Фильм «Белль» 2013 года подарил зрителям историческую драму с сильными персонажами, и одной из ключевых ролей стала леди Элизабет Мюррей. Однако этот образ мог бы выглядеть совершенно иначе, если бы кастинг пошел другим путем. Эмилия Кларк, звезда «Игры престолов», пробовалась на роль Елизаветы. На бумаге это казалось идеальным сочетанием. Молодая, харизматичная. Авторам фильма казалось, что она выглядела бы великолепно в этом амплуа. Но когда дошло до пробы, что-то не сработало. Зачем ты такое говоришь? Он сделал мне больно. Ты лжешь. Кларк, блиставшая в эпическом фэнтези, не смогла достичь той утонченной легкости, которая требовалась для роли. В итоге выбор пал на Сару Гаден. Ее исполнение было нежным, трогательным и в то же время проникнутым глубиной, которая придала персонажу настоящую жизнь. Она идеально передала тонкую грань между уязвимостью и внутренней силой, сделав Елизавету не просто леди, а важной частью повествования. Представьте, как фильм выглядел бы с Кларк в этой роли. Возможно, ее более яркая харизма добавила бы иной акцент, но при этом могла бы нарушить хрупкий баланс драмы. Кастинг всегда играет ключевую роль в создании кино. И иногда отказ в роли открывает двери для чего-то большего. Кларк, несмотря на этот промах, продолжила восхождение к славе, а Гаден доказала, что точно знает, как зацепить зрителя. Когда речь заходит о Бэтмене, в первую очередь на ум приходит Кристиан Бейл, актер, который привнес в этот культовый образ новое дыхание. Но мало кто знает, что на эту роль также пробовался Эйон Бейли, который мог бы стать лицом Темного рыцаря. Кастинг для Бэтмена начала был настоящим испытанием для многих актеров. И Бейли, безусловно, привлек внимание продюсеров. Его экранное обаяние и способ передать внутренние конфликты могли бы сделать его интересным выбором для роли. Однако, когда пришло время для финальных проб, все изменилось. Oh, Mr. Earl, good of you to come. Not everybody thought you'd make it this far. Sorry to disappoint. Кристиан Бейл показал себя как настоящий мастер перевоплощения. Его игра была пронизана темной интенсивностью и глубокой психологией, что идеально соответствовало концепции Бэтмена как сложного и противоречивого персонажа. Роль была сложна и тем, что большая часть лица актера скрыта под маской Бэтмена, и ему необходимо было обладать невероятно выразительной мимикой для того, чтобы передавать эмоции. Смотря на кадры с кастинга, понимаешь, что Эйон Бейли талантливый актер, но в условиях, когда большей части его лица не видно, он явно не справляется с задачей. Я не знаю, честное слово, Поклянись мне. К слову, в «Темном рыцаре. Возрождение легенды» Кристофер Нолан также учитывал этот аспект при выборе актера на роль Бэйна. Том Харди был выбран именно потому, что его игра была невероятно выразительной, особенно в передаче эмоций через глаза.
Следующая битва развернулась между Куртом Расселом и, конечно же, самим Харрисоном Фордом за роль культового космического контрабандиста Хана Соло. Несмотря на свой профессионализм, Рассел не смог полностью раскрыть потенциал этого персонажа. Говорят, что он не уделил должного внимания подготовке к кастингу и не верил в проект, который тогда казался просто очередным фантастическим фильмом. Эта недооценка роли сказалась на его игре. Think we're due the reward you offered. And it had better be pretty substantial after what we've been through. I'm not in it for you, princess. I expect to be well paid. I'm in it for the money. И хотя он показал свой фирменный шарм, ему, как это часто бывает в кастингах, просто не хватило одной вещи – той самой искры. Look at those radiation readouts. It's impossible. I've never seen anything like it. С другой стороны, Харрисон Форд пришел на прослушивание с неподражаемой уверенностью и энергией, которая мгновенно привлекла внимание. Его игра была наполнена жизненной силой и уникальным чувством юмора, что сделало его, Хана Соло, незабываемым. Well, who's gonna pay me? I think there's some things we should talk about. Форд смог уловить все нюансы персонажа и стать его олицетворением. Таким образом, хотя Рассел и имел все шансы, его отсутствие подготовки и веры в проект привели к тому, что выбор пал на Форда. И на самом деле я этому рад, ведь если бы он снялся в «Звездных войнах», мы вряд ли увидели бы того самого змея Плискина и многодетного отца в фильме «За бортом». Моя фамилия Плискин. Скарлетт Йоханссон, звезда будущих блокбастеров и одна из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда, начала свою карьеру с раннего возраста. В 1994 году, когда ей было всего 9 лет, она дебютировала в кино в комедии «Норд». Но следующий шаг мог бы привести ее к совершенно другой роли в культовом фильме «Джуманджи». В 1995 году, когда начался кастинг, Йоханссон была одной из претенденток, но, к сожалению, не смогла заполучить эту роль. About the stupid game. Now close it up and put it away. Вместо нее ее получила Кирстен Данст, которая уже тогда выделялась своим талантом и харизмой. Йоханссон пришла на пробы с огромной энергией и желанием, но, как многие знают, в кастинге иногда важнее не только талант, но и то, как актеры вписываются в общий концепт проекта. At first she will, but everybody will be better off this way. Благо, Скарлетт не унывала, ее путь в кино только начинался. С тех пор она прошла долгий путь от детской звезды до одной из ведущих актрис современности, завоевав сердца зрителей и критиков благодаря своим ярким ролям. Интересно, как сложилась бы история, если бы Йоханссон все-таки получила роль в «Джуманджи». Возможно, ее карьерный путь был бы совсем другим, но, как мы знаем, каждая неудача открывает новые двери. В итоге у нас осталась возможность наслаждаться ее невероятной игрой в других фильмах. И кто знает, может, когда-то она вернется к проектам с детства. Scarlett Johansson, 9. Когда мы говорим о Брэде Питте, на ум сразу приходят его выдающаяся внешность и еда. Однако в 1991 году кастинг-директора еще не оценили весь его потенциал. Питт пробовался на роль в «Обратной тяге», но, по словам режиссера Рона Ховарда, на прослушивании он выглядел слишком юным и больше походил на героя-любовника, чем на смелого пожарного. You know, these new stations are part of how Commissioner Swayzak's wrecking this department. Создателей фильма отталкивала его прическа, которая напоминала стиль школьника, а не опытного спасателя. Кастинг-директора искали кого-то с более мужественным и жестким образом. И хотя у Питта был талант, его внешность и легкая непринужденность не произвели необходимого впечатления. I mean, for every one of these Disneylands that he's built, he closes 3 old firehouses. Вместо этого они выбрали Уильяма Болдуина, который был более зрелым и подходил под образ опытного и уверенного в себе персонажа. Интересно, как могла бы сложиться история фильма, если бы Питт получил эту роль. Возможно, это был бы совершенно другой подход к персонажу, и мы могли бы увидеть, как он преодолевает свои юношеские черты, чтобы стать настоящим героем. Однако, как мы знаем, эта неудача открыла для него двери к другим проектам, и вскоре он стал одной из самых ярких и сытых звезд Голливуда. Каждый из этих кастингов стал поворотным моментом в карьере актеров, открыв новые горизонты
горизонты и возможности. Неудачи и провалы не определяют нашу судьбу. Они лишь подготавливают нас к величию. Брэду Питту, как и многим другим, было суждено пройти через трудности, чтобы стать тем, кем он является сегодня. Эти моменты напоминают нам, что путь к успеху тернист, и что настоящая сила заключается в умении не опускать руки после неудач и поражений. Спасибо за просмотр. Удачи!